Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим торт Ферреро Роше по мотивам одноименных конфет. Этот тортик станет отличным выбором для любого праздника или особого случая. Он, несомненно, удивит и порадует ваших гостей своим неповторимым вкусом и изысканным сочетанием ингредиентов. Начнем с приготовления шоколадного бисквита на кипятке. Для этого рецепта нужно разделить яйца на белки и желтки. В отдельной емкости соединяем желтки с половиной отмеренного сахара и взбиваем их на максимальной скорости миксера до бела и до пышности. Вливаем растительное рафинированное масло, обязательно без вкуса и запаха, и перемешиваем. Через ситечко добавляем какао-порошок, разминая все комочки, и снова перемешиваем. В получившуюся массу добавляем только что вскипевшую воду и тщательно перемешиваем до однородности. Отдельно подготовим сухие ингредиенты. Соединяем предварительно просеянную пшеничную муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Хорошенько все перемешиваем венчиком до равномерного распределения ингредиентов. Далее готовим французскую меренгу. В удобной для взбивания емкости соединяем белки комнатной температуры с щепоткой соли и взбиваем на небольшой скорости миксера до вида мыльной пены. Затем в 3-4 захода добавляем оставшуюся половину сахара. После каждого добавления давая ему разойтись секунд 20, при этом постепенно наращивая скорость миксера до максимальной. Когда весь сахар добавлен, продолжаем взбивать на максимальной скорости миксера до получения вот такой мягкой, но при этом стабильной меренги. Не нужно взбивать прям до жестких пиков. Добавляем в ранее подготовленную шоколадную массу приблизительно третью часть белков и перемешиваем до полуготовности. Всыпаем сразу все сухие ингредиенты и перемешиваем до однородности. Теперь добавляем оставшуюся меренгу и аккуратно перемешиваем лопаткой. Я добавила меренгу в 2 захода. Вот такое тесто получается в результате. Порционируем его на 2 кольца диаметром 18 см. Кольцам делаем донышки из фольги и сразу устанавливаем их на противень. Отправляем в заранее разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем на режиме вверх-вниз ориентировочно 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Готовность проверяем зубочисткой, она должна выходить сухой и чистой, или легким надавливанием на середину бисквита, она должна пружинить. Готовый бисквит достаем из духовки и даем полностью остыть, после чего снимаем фольгу и вырезаем из колец. Заворачиваем в пищевую пленку и даем отлежаться в холоде несколько часов, чтобы влага в бисквите равномерно распределилась. Готовим крем. И первым делом прогреваем сливки почти до кипения, но не кипятим. Сделать это можно любым удобным для вас способом, я воспользовалась микроволновкой. Отдельно соединяем молочный шоколад с нутеллой или другой шоколадно-ореховой пастой. И заливаем горячими сливками. Даем так постоять секунд 20, чтобы шоколад подтаял, и пробиваем погружным блендером до состояния эмульсии. Затем добавляем творожный сыр и снова пробиваем блендером до однородности. Накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник минимум на 5 часов для стабилизации. Готовим шоколадную карамель. Кастрюлю с толстым дном ставим на плиту, нагрев включаем средний или средне-высокий. На дно кастрюли насыпаем немного сахара, чтобы он покрыл дно тонким слоем, и ждем, пока эта порция сахара растопится. Никуда не отходим, внимательно смотрим и ждем, когда эта первая порция сахара начнет таять. Когда видим, что сахар становится жидким, убавляем нагрев почти до минимума, чтобы лучше контролировать процесс, и начинаем перемешивать, постепенно подсыпая новые небольшие порции сахара. Перемешиваем термостойкой лопаткой и снова дожидаемся, пока этот сахар растает и станет янтарного цвета. Как только растаял, добавляем следующую небольшую порцию сахара и перемешиваем. Не допускайте, чтобы сахар сильно горел, иначе карамель получится горькая. Высыпаем последнюю порцию сахара и ждем, пока он весь станет жидким. Параллельно прогреваем сливки почти до кипения любым удобным способом. Я нагрела в микроволновке. Небольшими порциями вливаем горячие сливки в растопленный сахар и перемешиваем до объединения. Будьте очень аккуратны, так как идет активное парообразование. Таким образом, понемногу небольшими порциями добавляем все сливки, постоянно перемешивая. Теперь вновь включаем нагрев посильнее и доводим карамель до кипения. Добавляем соль и ванильную пасту. Хорошо перемешиваем и снимаем с плиты.
Добавляем сливочное масло, предварительно порезанное на кубики, и темный шоколад. Слегка перемешиваем и оставляем на 20-30 секунд, после чего пробиваем блендером до однородности. Если у вас шоколад в плитке, то его нужно обязательно порубить на небольшие кусочки. Готовую шоколадную карамель переливаем в отдельную емкость, накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в холод для стабилизации. После холодильника она становится значительно гуще. Такую шоколадную карамель можно приготовить и просто как отдельное лакомство. Готовим пропитку для бисквита. В ковшике соединяем сахар с какао и перемешиваем до равномерного распределения. Затем добавляем немного молока из отмеренной нормы и перемешиваем до полной однородности. Теперь вливаем остальное молоко и, периодически перемешивая, доводим на плите до кипения и полного растворения крупинок сахара. Снимаем с плиты, и пропитка для бисквита готова. Готовим хрустящий слой. Молочный шоколад растапливаем в микроволновке короткими импульсами или любым другим удобным для вас способом. Как правильно растопить шоколад, смотрите в отдельном видео на канале по ссылке в описании. Растопленный шоколад соединяем с рафинированным растительным маслом, обязательно без вкуса и запаха, и тщательно перемешиваем до однородности. Далее вафельную крошку и дробленый обжаренный фундук соединяем с шоколадной смесью и тщательно перемешиваем. Если у вас нет вафельной крошки, то как альтернативу можно использовать измельченные вафельные рулетики Яшкино. Или в крайнем случае простые кукурузные хлопья, но они обычно быстрее размокают и не остаются хрустящими. Тщательно все перемешиваем, и хрустящий слой готов. Достаем из холодильника стабилизировавшийся крем-ганаш, снимаем пленку и сразу начинаем взбивать миксером. Взбиваем буквально 20 секунд, не дольше, чтобы не перебить. В результате должен получиться вот такой крем. Достаем из холодильника отлежавшийся бисквит и разрезаем каждый на 2 коржа. Приступаем к сборке торта, у нас для этого уже все готово. На подложку укладываем первый корж и пропитываем. Если вдруг разрезали коржи не совсем одинаково, на низ кладите самый толстый корж. Между подложкой для торта и поворотным столиком я кладу резиновый коврик, это препятствует скольжению. Далее устанавливаем кольцо с ацетатной пленкой, затягиваем по диаметру коржа и фиксируем зажимом. Крем делим на 3 части. Укладываем на корж 1/3 часть крема и разравниваем. Далее укладываем на крем 1/3 часть шоколадной карамели и равномерно распределяем. Следом выкладываем треть хрустящего слоя и тоже равномерно распределяем. Накрываем следующим шоколадным бисквитным коржом и слегка прижимаем. И в такой же последовательности продолжаем собирать весь торт до конца. Накрываем последним коржом и его тоже хорошенько пропитываем. Собранный торт накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем на ночь в холодильник для пропитки и стабилизации. Когда тортик отстоялся, освобождаем его из формы и убираем на некоторое время в морозильную камеру, чтобы он хорошо охладился, пока мы будем готовить мега аппетитную глазурь гурме. Подготовим для нее все необходимые ингредиенты. Соединяем молочный шоколад с темным и растапливаем в микроволновке короткими импульсами, каждый раз доставая и перемешивая, чтобы он не перегрелся. Не обязательно добавлять темный шоколад, можно готовить только с молочным. В растопленный шоколад добавляем растительное масло, обязательно без вкуса и запаха, и тщательно все перемешиваем до однородности и гладкости. Обжаренный фундук дробим любым удобным способом, объединяем с шоколадом и хорошо перемешиваем до равномерного распределения. И у меня она сразу готова к работе. Рабочая температура глазури 32 градуса. Решетку устанавливаем на лоток, с которого будет удобно снять излишки глазури, которая стечет. Достаем из морозилки охлажденный торт и устанавливаем его на решетку. Для удобства я перелила глазурь в мерный стакан и теперь распределяю ее по поверхности торта, начиная с краев. Пока глазурь не начала застывать, сверху распределяем ее лопаткой или шпателем, чтобы не было сверху слишком толстого слоя. И теперь добавляем глазурь на боковые участки, которые не покрылись с первого раза. Таким образом заполняем глазурью все просветы и пустоты. Остатки глазури, которая стекла, собираем и используем повторно для других десертов. Даем глазури стабилизироваться на торте и переносим его с решетки на подложку.
В принципе, можно так и оставить. А можно дополнительно украсить конфетками, которые послужили источником вдохновения для создания этого потрясающего тортика. Торт получается невероятно вкусный, вам обязательно понравится. Он не оставит равнодушным даже самого искушенного гурмана. Итоговый вес торта 2600 граммов. Готовьте с удовольствием и делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. А на этом сегодня все. До встречи в новом видео.